Как так получилось, что в столь раннем возрасте эти дамы с яркой внешностью сумели попасть в Минобороны, причем не в качестве каких-то секретарей, подающих кофе с пряниками, а в качестве высокопоставленных должностных лиц, да еще и с генеральскими погонами на плечах? Согласитесь, вопрос довольно интересный. Вот, судя по всему, новый министр обороны Андрей Белоусов тоже заинтересовался этим. Еще раз про аресты и отставки генералов. То, что новая метла министра будет жесткой, стало понятно с самого начала. Оно и неудивительно. Вопросов к оборонному ведомству накопился вагон и маленькая тележка. И, как это ни странно, все вопросы так или иначе связаны коррупционной составляющей. Перед тем, как новый глава Минобороны переступил порог вверенного ему ведомства, ему уже помогли. За решеткой к тому времени томилось сразу несколько высокопоставленных военных чиновников, включая непотопляемого генерала Тимура Иванова. Правда, по-прежнему много споров ходит вокруг ареста бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, дескать, он стал жертвой своего правдорубства. Однако, как это делается в наше время, все прекрасно понимают. Заряжаются телеграм-каналы и прочие ресурсы, которые начинают разворачивать широкую деятельность по отбеливанию репутации клиента, оказывая тем самым давление на общественное сознание. Так это или нет в случае с Поповым, который, как утверждается бессеребренник в 5-м поколении, не беремся судить, но факт остается фактом. Уж как-то чересчур яростно ведущие каналы принялись защищать генерала, о котором еще буквально вчера мало кто знал. А тем временем следствие уже озвучило имена как минимум 2 предполагаемых сообщников экс-командующего, среди которых в том числе и герой России Олег Цоков. Как бы там ни было, разбирательства в отношении руководящих военных чиновников продолжаются, а главное, что не безрезультатно. Так, например, в минувший вторник в новостной ленте появилось сообщение о том, что решением московского суда бывший главный коммунальщик оборонного ведомства за взятку в 65 миллионов рублей отправился на 9 лет топтать валенки в места с менее приятным климатом. В общем, если кто-то наивно полагал, что чистка ведомства завершена, тот глубоко заблуждался, она только набирает обороты. Некоторые предпочитают не дожидаться, пока в их дом постучат ребята с угрюмыми лицами в масках и уходят самостоятельно. Еще до того, как назначение Андрея Ремовича наделало много шума, рапорта об отставке написали сразу 2 заместителя Сергея Кужугетовича, глава Департамента информации и массовых коммуникаций Руслан Саликов и отвечающий за вопросы организации и обеспечения воскресения РФ Алексей Криворучко. Вездесущие телеграм-каналы тут же прокомментировали это событие, выдвинув предположение о коррупционной подоплеке случившегося. Например, телеграм-канал Grayzone так прокомментировал эти отставки: Криворучко и Цаликов, как и многие другие руководители МО РФ, были замешаны сразу в нескольких коррупционных скандалах. Подобной точки зрения придерживается и телеграм-канал ВЧК ОКПУ, который, помимо всего прочего, настаивал на тесной связи Целикова с арестованным Ивановым. По мнению президента Ассоциации ветеранов Альфа Сергея Гончарова, отпускать с занимаемых должностей высокопоставленных генералов ни в коем случае нельзя до тех пор, пока Белоусов окончательно не разгребет это болото. А в том, что Андрей Ремович разгребет, в этом Гончаров уверен на 100%, в любом случае этот клубок будет размотан. Предстоят серьезные кадровые чистки, в том числе и в отношении 27-летних генералов-генеральши. Под 27-летними генералами президент Ассоциации Альфа подразумевает тех самых молоденьких генеральш, которые не пойми за какие заслуги оказались в статусе руководящих кадров Минобороны. Нет, можно, конечно, вспомнить историю писателя Аркадия Гайдара, которому в 15 лет довелось командовать полком. Но красотки в Минобороны не только не нюхали пороху на полях сражений, но и вряд ли вообще хоть раз в жизни в руках держали оружие. Зато всех их объединяла яркая привлекательная внешность, большие звезды и высокие должности. Впрочем, к этому списку прибавилась еще одна схожесть: ни одна из них теперь больше в Минобороны не трудится. Удивительное совпадение. Так, например, 22 мая объявила о своей отставке пресс-секретарь Шойгу, красотка россияна Марковская,
которую россияне уже успели прозвать няшей-обороняшей. Девушке с необычным именем недавно стукнуло всего 33 годика, однако в звании генерал-майора она уже ходит 4 года. И так уж совпало, что всю свою недолгую карьеру она сопровождала своего патрона Сергея Кужугетовича, еще с тех самых пор, когда последний занимал должность губернатора Подмосковья. И вот теперь, как только сменилось руководство оборонного ведомства, засобиралась на выход и Марковская, вроде как на другую работу, на какую конкретно россияна не распространяется. Свое увольнение девушка, достойная полотна кисти самых известных портретистов, прокомментировала следующим образом: «Почти 7 лет на посту пресс-секретаря пролетели как истребитель, МиГ-31. Всегда буду вспоминать это время с гордостью». Обратите внимание на уместность ассоциации и витиеватость речи. Сразу видно профессионала пера, окончившего, кстати, журфак Дальневосточного государственного университета. Понятно, что с такими талантами девушка явно не пропадет. Еще раньше Марковской стены Минобороны покинула Мария Китаева, та самая новая жена арестованного Иванова. Тоже обладательница сногсшибательной внешности и тоже генеральша, только на гражданский лад, действительный госсоветник 3-го класса, что в табелях о рангах равнозначно званию генерал-лейтенанта. Большие звезды на погоны Марии легли в 31 год. Китаева, так же как и предыдущая героиня, журналистка, в свое время работавшая на ТВ, в том числе на «Россия-24» и «Звезда». Мало того, она даже успела сняться в кино. В оборонном ведомстве она занимала должность советника министра. Какие советы раздавала Шойгу уроженка Бельгии – секрет, но покинула ведомство Мария после того, как забеременела. Впрочем, без дела не осталась и, неожиданно для всех выйдя с декретного отпуска, заняла должность советника в Третьяковской галерее. Как одно сочетается с другим, несколько непонятно, ну да ладно. Но и, пожалуй, самая громкая отставку – это уход с занимаемой должности замминистра обороны Татьяны Шевцовой. Дама, конечно, несколько постарше Марковской и Китаевой, но тоже обладающая незаурядной внешностью. В команде Шойгу она оказалась после увольнения его предшественника, краснодарского мебельщика Сердюкова, того самого, который затеял реформу оборонного ведомства, а заодно и распродажу военного имущества. Впрочем, вина Сердюкова не подтвердилась, но вот что интересно, Шевцова оказалась единственной из его окружения, кто перешел к Шойгу. Поговаривают, что дама поспособствовала следователям в деле Сердюкова-Васильевой, что и позволило ей остаться на коне. Но вот уход Шойгу, действительный госсоветник РФ 1-го класса Шевцова, пережить не смогла, отработав под началом Сергея Кужугетовича целых 12 лет, генеральша покинула занимаемый пост после назначения нового министра. Видимо, Андрей Ремович и в самом деле кремень, раз без сожаления расстается с такими привлекательными дамами. С чем связана отставка Шевцовой, официально не разглашается, но поговаривают, что к сфере, которую она курировала, накопилось много вопросов. Так, в частности, публицист Михаил Ануфриенко пишет: в подчинении Татьяны Шевцовой находились департаменты финансового обеспечения, социальных гарантий, финансового мониторинга государственного оборонного заказа, экономического анализа и прогнозирования, а это как раз те направления, слабую работу которых уже успел отметить Белоусов. Несколько слов об Ирине Волк. Каким боком эта дама оказалась в списке, спросите вы. Понятно, что тоже генеральша, тоже с модельной внешностью, но в Минобороны то она не трудится, а служит в МВД официальным представителем этого ведомства. Ирина Волк не рассказывает о подбитых танках, а знакомит общественность с громкими задержаниями и раскрытием преступлений, доблестными стражами правопорядка. Но не спешите выводами. Волк с предыдущими героинями объединяет много общего. Во-первых, она генеральша, во-вторых, журналистка, а в-третьих, ее позиции также до недавних пор считались незыблемыми. Но самое главное сходство состоит не в этом. В последнее время по сети распространяются упорные слухи о том, что красотка с генеральскими погонами Ирина Волк попала в поле зрения компетентных органов, которые якобы подозревают ее в довольно серьезных правонарушениях. Но самой большой неожиданностью стало то, что по неподтвержденной информации инициировал интерес к данной персоне Андрей Ремович Белоусов.
Из различных источников поступает информация о том, что Волк и ее тайный муж Филипп Золотницкий возводят семейное гнездышко в Одинцовском районе МО на 60 сотках баснословно дорогущей подмосковной земли, на которой растет девственный лес, множество великолепных исторических прудов, есть даже собственный выход к речке. А чтобы все это великолепие скрыть от любопытных глаз, собственники обнесли все это дело высоченным 5-метровым забором. Вот что пишет по данному поводу небезызвестный телеграм-канал ВЧК ОКПУ. Эта пара Ирины Волк и Филипп Золотницкий живет так, что позавидуют некоторые миллиардеры. Леса, дворцы, исторические каскады прудов и все это за 5-метровым забором. При этом Волк всю жизнь работала на пресс-секретарских должностях, а Филипп начинал с пресс-секретаря. Органы пара никогда не покидала, бизнесом не занималась. Но в МВД, в ФТС, в СКР, в АП, в Генпрокуратуре плевать откуда у пары, такие фантастические средства и активы, и вот в сети уже появляется информация, что Филипп Золотницкий, занимавший государственный пост начальника Главного управления, Центр мониторинга и оперативного контроля Федеральной таможенной службы РФ 9 июня был якобы задержан. И произошло это, опять-таки по неподтвержденным данным, с подачи нового главы оборонного ведомства. Казалось бы, какое дело Андрею Ремовичу до того, что там происходит в стенах чужого ему ведомства. Однако так могут говорить лишь те люди, которые плохо знают нынешнего министра обороны. Еще будучи вице-премьером, Андрей Ремович неоднократно заявлял, что коррупция подрывает основы государственной безопасности. Дескать, терпеть воров в погонах – это преступная халатность, поскольку на кону стоит безопасность российских граждан. Еще тогда Белоусов ясно дал понять, что намерен искоренять коррупцию не только во вверенном ему ведомстве, но и повсеместно. Почему не смог навести порядок в собственном ведомстве тот же Колокольцев – вопрос открытый. А самое удивительное, что Владимир Александрович отлично знал о коррупции в МВД, о чем он сам недавно и заявил во всеуслышание. Касаемо поставленных задач, это в первую очередь сохранение бюджетных средств, борьба с коррупцией среди чиновников и прочих граждан, выявление и документирование фактов должностных преступлений, ну и, безусловно, борьба с коррупцией в собственных рядах. Вот только дальше слов дело так и не пошло, а вот у Белоусова слова не расходятся с делом. Поэтому той же Ирине Волк следует хорошенько задуматься. Да и, честно говоря, министру тоже. Как показал пример Шойгу, непотопляемых в нашей стране нет, лишаются своих должностей даже те, кто имел возможность ходить на охоту, скакать на конях и закидывать удочку в реку вместе с первым лицом государства. Поэтому даже если такие глыбы, как Шойгу, сдвигают с места, то чего уж говорить о Колокольцеве. Не исключено, что в министерском кресле он остался лишь по той причине, что до него еще не дошли руки, а там как знать, чем оно все обернется. События последних месяцев научили нас уже ничему не удивляться.